Зеленский может спокойно сесть даже не на государственный борт, а просто на, не знаю, на обычное такси, без всякого Витькова, без всякого Кушнира или кто там у них там еще. Совершенно спокойно доехать до Москвы, ходить там без охраны, вернуться обратно, и ему абсолютно ничего не будет. Как и вообще в любое другое место, он может спокойно сесть, не знаю, в Купинск сейчас поехать, и с ним абсолютно ничего не будет. Куп'янськ – це територія України. Москва, ти жартуєш зараз? Вот он может спокойно поехать в Купинск, и ему ничего не будет, там не упадет ни один снаряд. И он спокойно может поехать в Москву, и с ним совершенно точно ничего не будет, потому что для Путина сейчас это просто был бы самый худший кошмар и развитие ситуации, если бы на этих выборах не было персоны Зеленского, и там, например, Залужный боролись бы за власть Порошенко. Это просто кошмар, потому что такого устраивающего противную сторону главнокомандующего воюющей армии, это еще поискать и не найти, собственно говоря. Где будут эти переговоры? В Москве, во Внуково, в Абу-Даби, не знаю. Лично мне абсолютно фиолетово. Вот мне совершенно пофигу. Поедет он в Москву, не поедет он в Москву, поедет он в Абу-Даби, Путин приедет в Киев. Мне это все совершенно фиолетово. Мне вот эта вот внешняя оболочка, она уже меня не интересует совершенно. Кто там, кому, перед кем, кто, какая пропаганда, все это будет из себя делать свою победу. Победа Путина, вот Зеленский приехал, стал перед нами на колени. Да мне совершенно уже пофиг это все. Мне не пофиг то, что у меня вот там, не знаю, сбор на 112 тысяч евро, и собирать мы его будем год. Да? То, что такие сборы мы раньше собирали за месяц, сейчас мы его будем собирать год. Поэтому я всеми руками и ногами поддерживаю. Ну, естественно, конечно, решать гражданам Украины, но я все переговоры и перемирие поддерживаю всеми руками и ногами. У меня есть только один вариант развития событий в нормальную сторону, в нормальную ситуацию. Заключение перемирия или мира на бумаге, на словах, не знаю как, тоже все абсолютно фиолетово. Все эти Филькины грамоты, Минские 3, Минские 12, они ничего не стоят, понятное дело. Значит, заключение на какое-то время перемирия или мира или прекращения огня, перевыборы, дальше выбирать что-либо более-менее адекватное, и с этого момента идет обнуление лага, и с этого момента мы начинаем плясать заново, это новая печка, и все. Вот тебе начало, начинай сначала и заново строить армию, оборонную промышленность, Украину, государственность и так далее, и так далее. Потому что без этого я не вижу никаких других вариантов, потому что, орки ползут по 1 метру в месяц, но они ползут, инфраструктуру они разрушают. Украине, Европа окукливается все больше и больше на себя. Ну, еще пару-тройку лет, и они доползут там до Днепра, в конце концов. Я других варіантів просто не вижу. Дивись, але давай відверто. Ми ж пам'ятаємо історію і знаємо, коли, наприклад, були гарантії безпеки для генералітету Угорщини, це 50-ті роки минулого сторіччя, то коли вони приїхали, їх просто заарештували, вивезли в Москву і частину стратили. І це історичний факт. А тут приїхати до Москви. Ну ти що, віриш, що Буданов, приїдучи до Москви, може повернутися назад? Буданов нет, Зеленский, может, я про Буданова не говорил. А мова йде не про Зеленский, слушай, сейчас все-таки другое дело. Сейчас не Советский Союз и не Варшавский блок, и в конце концов там ни Сталин, ни Хрущев, все-таки и у Путина там есть какие-то свои пацанские понятия о подворотне, о подворотных понятиях, что можно, что нельзя. Украинская делегация может спокойно ехать в Москву, и ничего не будет. Останній раунд в Абу-Дабі закінчився тим, що змогли домовитись про обмін полонених. Дивись, повертати наших – це важливо. Але ж це 100% не рівень таких переговорів. То скажи мені, будь ласка, що зараз, на твою думку, відбувається? Кожна зі сторін чекає, поки хтось впаде чи піде на поступки, чи дійсно кулуарно відбуваються якісь переговори і хтось шукає які можливості? Бо мої джерела кажуть, Зеленський взяв на себе зобов'язання вивести війська з Донбасу через референдум. Провести референдум, народ підтримує, він скаже, що я проти, але от я навіть голосував проти, він скаже, але з великою агідою вимушений виконати волю народу. Ну, він завжди виконує волю народу, коли ця воля співпадає з його. Так от, чи все ж таки ти віриш, що ці перемовини можуть хоч щось дати Україні?
Я не знаю, слушай, как насчет этого раунда. Я тебе могу сказать точно, что чего они все каждый ждут. Россия ждет, когда идет война действительно на выснаживание. Россия ждет, когда устоит Украина, и у нее здесь козыри больше. Украина ждет, когда Европа навернет экономику России, и мне кажется, здесь у Украины козыри меньше. Опять же, у России больше козырей. Мне кажется, Россия эту войну на истощение выигрывает. И Путин просто ждет, когда в конце концов Зеленский сломается и украинский народ в конце концов сломается. Тактика, ну, в общем-то, действенная, медленная, да, но действенная. Вот уже мы видим, слышим разговоры, которые 2 года назад уже вообще, в принципе, представить было нельзя. Чем все это закончится? Ну, пока ни одна из сторон, по-моему, не готова идти ни на какие уступки. Ну, Путин-то точно, да, Путин уже заявил свои цели и как бы от них отказываться не собирается. С его точки зрения, с точки зрения Путина, украинское руководство Украины, он, конечно, в его представлении не существует такого субъекта, как украинский народ. Для него это все рассказы каких-то там либеральчиков европейских, ему это все пофигу. Он живет в мире, где решение принимает один человек. Так вот, с его точки зрения, Зеленский пока не дозрел до тех условий, которые Путин ему предлагает. С точки зрения Путина, у Путина война идет хорошо. Ему совсем не надо идти ни на какие уступки. Значит, все будет продолжаться. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому головна мотивація Путіна зараз на щось погодитись, умови співпраці з Сполученими Штатами, взяти паузу для того, щоб переозброїтись, для того, щоб провести роботу над помилками, домобілізувати людей і підготувати до наступного етапу вторгнення, чи що ще? Яка мотивація Путіна сьогодні зупинитися, коли фронт рухається не в бік Москви, коли ми можемо вимагати, а в бік Києва? Він хоче, як мінімум, отримати приз. Це Донбас. І ми всі це розуміємо. Україна не готова йому віддавати. То ти віриш в те, що зараз Путін готовий піти на якісь домовленості? Ну вот, это его мотивация, то, о чем мы с тобой только что сейчас говорили. Мотивация у него одна, он свои хотелки выставил, и вот говорит, пожалуйста, либо вы на мои хотелки соглашаетесь сейчас, либо я военным путем получу их там через полгода, год, мне пофиг, я готов еще годами класть там по 700 тысяч русского биомусора, но в итоге получу все то, что хочу, и решайте. Вот и все. Ну, подивимося, що буде. А поки, ти знаєш, я спостерігаю деякі моменти, які підштовхують, а може ні, Росію. От зараз США заборонила нафтовидобувним компаніям Венесуели співпрацювати з Росією та Китаєм. І тут цікава ситуація. Мінфін Сполучених Штатів видав генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати в Венесуелі обладнання та технології для нарощування видобутку нафти і газу. На болотах через це вже виють, кажуть, що це не демократично, кажуть, що це величезна проблема. Але скажи мені, будь ласка, вони виють через втрату міжнародного впливу і отримання ляпасу, чи через втрату грошей? Нет, это действительно одна из самых сильных введенных санкций, это действительно на них влияет. Венесуэла же была хабом, да, через который Россия гнала свою нефть. Ну, вот сейчас таким хабом становится Индия, но вот там Трамп что-то заявил, что теперь Индия будет отказываться, да. Потихоньку, помаленьку на экономику России это влияет. Да, влияет. Действительно, у них деньги заканчиваются. Это единственная, и на данный момент это вот единственная мотивация, которая действует на Путина, которая есть скажем так, можем сказать, у коалиции решучих, да, хотя это Трамп, Украина, да, Европа, все это по отдельности действует. Но вот это вот единственное, действительно, то, что на них влияет. Плюс сейчас вот Европа говорит о закрытии Балтийского моря. Я, правда, не знаю, как они собираются перекрывать международные воды, потому что там есть проход международных вод. С одной стороны эстонские воды, с другой территориальные, с другой стороны финские. Между ними там типа 12 километров остается протока международных вод, над которыми летают самолеты и ходят российские суда. Не знаю, как они их будут перекрывать. Может быть, Дания просто перекроет проходы через свои острова. Но да, вот здесь они нащупали слабое место. Вот здесь они действительно нашли уязвимость. Це може підштовхнути Путіна. Це може підштовхнути Путіна, і це є одним з таких мотиваторів, які погодитися. Это единственный мотиватор, который работает, и единственное, что может его подштовхнуть.
Больше ничего, на мой взгляд. Ще є стабілізація фронту, але для цього треба вирішувати проблеми мобілізації, займатися проблемою СЗЧ, припинити корупцію на забезпеченні, бити по руках друзів, які відправляють двушечку на Москву, і зайнятися справді проблемами стабілізації фронту. Зеленський цим не займається. Тож ми поки чекаємо, що наші партнери нам допоможуть. Я правильно розумію? Ну, я думаю, да, я думаю, у команды Зеленского ставка именно на это, но мне кажется, это ошибочная ставка. Мне кажется, она уже не сыграет, потому что, ну, блин, Европа окукливается все больше и больше. Здесь своих проблем у них все больше и больше.